Джайсалмер называют «золотым городом», но утром он просыпается совсем не как открытка. В пустыне Тар здесь вдруг появляется вода, а у крепости ждут украшенные верблюды и лошади. Позже они пойдут в шествие брахманской общины к воротам форта. На стенах Хавели скрыты странные знаки, а внутри крепости джайнские храмы, где песчаник вырезан как кружево. У озера звучит старая песня Раджастана «Падаро Марадеш» – «Добро пожаловать в мой край». Ночью приходит муссонная гроза с молниями. Утром снова город взрывается рынком, цветом и голосами. Потом Бада-Бак и пустыня Тар, которая в августе оказывается не пустой, а живой. Джайсалмер – один из самых западных городов Раджастана, почти на краю Индии, в пустыне Тар. Его основал в 1156 году Равал Джайсал. Он построил здесь форт, назвал город своим именем и перенес сюда столицу. Утром этот город сначала принадлежит не туристам, а коровам, голубям и редким мотоциклам. И, конечно, верблюдам. Мы же с вами находимся в пустыне. Сюда чаще всего едут через Джодхпур – поездом, автобусом или машиной. Дорога в Джайсалмер уже часть путешествия. Чем ближе к пустыне, тем сильнее меняется пейзаж. Это озеро Гадисар – искусственный водоем Джайсалмера. В XIV веке его построили при Махаравале Гатси Сингхе, чтобы собирать воду для засушливых земель вокруг города. Для Джайсалмера это была не красота ради красоты, а вопрос выживания. В пустынном городе вода сразу собирает вокруг себя жизнь. Утром здесь коровы, птицы, ящерицы, кошки, редкие прохожие. Все тянется к озеру, даже если город еще почти спит. Поэтому Гадисар не просто туристическое место для лодок и фотографий. Это старый водный центр города. Рядом с ним жили, молились, встречались, кормили животных и начинали день. Утром у крепости уже стоят украшенные верблюды и лошади. Сначала кажется, что это просто туристическая картинка Джайсалмера, но чуть позже становится понятно. Их готовят не для прогулки, а для праздничного шествия брахманской общины. От озера дорога снова ведет к крепости. В Джайсалмере вода и камень все время рядом. Это Хавели Салим Сингха, один из известных особняков Джайсалмера. Хавели здесь были не просто домами, а каменными заявлениями о статусе семьи. Утро здесь начинается с маленького домашнего ритуала. Женщина предлагает воду солнцу. Это называют Сурья-Аргья – благодарность Сурье, солнцу, за свет, жизнь и энергию нового дня. На стенах видны квадратные схемы с буквами и символами. Вероятно, это янтры – сакральные диаграммы, связанные с защитой, благополучием и духовной силой. Их не читают как обычный текст.
Это скорее каменная молитва, вписанная прямо в дом. Музыка, всадники, цветные ткани, седла, украшения. Пустынный город в Раджастане встречает праздник так, как умеет именно он, через верблюдов, лошадей, цвет и движение. Перед нами шествие брахманской общины. В Индии такие праздничные процессии называют шобха-ятра. Верблюды, лошади, белые одежды, лепестки роз – это не туристическое шоу, а живая религиозная жизнь города. Кажется, что вместе с этим шествием мы тоже входим внутрь города. А за воротами начинается другой Джайсалмер. Это не крепость-музей. Это один из редких живых фортов. Внутри до сих пор есть дома, лавки, храмы и обычная повседневная жизнь. Он древний, но не остановившийся. Внутри крепости рядом стоят индуистские храмы. Например, сейчас мы видим Лакшминатхи темпл. Дворцовые постройки, лавки и обычные дома. Здесь нет резкой границы между священным и бытовым. Молитва, торговля, дворец и белье на веревке существуют дверь к двери. Перед нами Радж-Махал, королевский дворец внутри Джайсалмерского форта. Здесь жили махаравалы Джайсалмера, правители этого пустынного княжества. Важно понимать, форт был не просто военной стеной. Долгое время он был самим городом, с дворцом, храмами, лавками и жилыми домами внутри. Поэтому Радж-Махал – это центр старого Джайсалмера, место, откуда управляли городом, караванами и жизнью вокруг пустыни. Богатство Джайсалмера выросло не из земли, а из дороги. Город стоял на караванных маршрутах через пустыню. Ткани, специи, верблюды, сборы с караванов. Поэтому здесь так много разных хавели и ремесленных лавок. Это память о торговом городе. Внутри форта спрятаны джайнские храмы Джайсалмера. Они относятся к XII-XV векам и посвящены Тиртханкарам, просветленным учителям джайнизма. Снаружи это тот же золотой песчаник, но внутри камень будто превращается в кружево.
Джайнизм – одна из древнейших религиозных традиций Индии. Его главная идея – ахимса – ненасилие ко всему живому – человеку, животному, насекомому, любой форме жизни. Поэтому эта красота здесь не про власть, а про очищение и дисциплину. Фигуры в этих храмах – тиртханкары. Их часто принимают за богов. Но в джайнизме смысл другой. Это просветленные учителя, которые преодолели страсти и показали путь освобождения другим. Поэтому лица такие спокойные, почти вне времени. В храмовой резьбе важны не только святые фигуры. Здесь есть животные, мифологические сцены, люди, орнаменты, целый мир вокруг духовного центра. Такой храм не просто украшали, его создавали как каменную вселенную. В джайнизме есть идея многогранной истины. Мир нельзя понять одним взглядом. И эти храмы словно напоминают об этом. Делаешь шаг в сторону, и та же колонна, та же фигура, тот же орнамент начинают выглядеть иначе. Эти дворы и узкие проходы не случайность. В пустынном городе архитектура должна была защищать от жары. Узкие улицы дают тень, толстые стены держат прохладу. Внутренние дворы собирают воздух и жизнь дома вокруг себя. Август – не самый легкий сезон для Джайсалмера. Днем очень жарко, зато туристов почти нет. И у этого есть своя магия. Ты видишь не переполненную достопримечательность, а город местных жителей с пустыми улицами, сари, тенью и медленным ритмом. Внутри крепости встречаются и маленькие индуистские храмы. Этот я не буду уверенно называть по имени. Без местного объяснения легко ошибиться. Но змея в Индии почти никогда не случайна. Она связана с защитой, водой, плодородием и древними образами нагов.
После нескольких часов в каменном лабиринте начинаешь чувствовать не только красоту, но и жару. Узкие улицы дают тень, но песчаник все равно хранит тепло. Это все-таки пустынный город. И вот она, самая простая роскошь путешествия. Тень, холодное пивко и вид на город сверху. В тот день было около 40 градусов. И это не художественное преувеличение. В августе Джайсалмер красивый, но тяжелый. Гулять здесь лучше рано утром и вечером, а днем честно прятаться в тень. Здесь я купил patchwork – лоскутную работу, близкую к традиции аппликации западного Раджастана. В районе Бармера, Джайсалмера и Джодхпура такие вещи делают из кусочков ткани, зеркалец, вышивки и старых текстильных мотивов. Это не просто сувенир, а домашняя версия пустынного цвета. К вечеру мы снова возвращаемся к Адисару. Утром он был почти пустой, а теперь это уже другое место. Лодки, птицы, люди у воды, вечерний свет. В пустыне вода меняет ритм города. Она заставляет его замедлиться. У ступеней кормят больших усатых рыб, наверное, самов. Для индийских священных мест это очень узнаваемая сцена. Вода, кормление, маленький жест заботы. Здесь озеро становится не только природным, но и почти ритуальным пространством. А над озером еще один неожиданный слой жизни – летучие лисицы. Это крупные плодоядные летучие мыши. Они не охотятся на людей и не пьют кровь. Питаются фруктами, цветами и нектаром. В природе они важны, как распространители семян и опылители. Для человека они обычно не опасны, если их не трогать. Но, как с любыми дикими животными, лучше держать дистанцию. Не кормить, не ловить и не подходить к упавшим или больным особям. У озера звучит «Кесария Балам» – старая раджастанская песня приветствия. «Падару Марадеш» – значит «добро пожаловать в мой край».
И у воды эта песня звучит особенно точно, как приглашение в сам Раджастан. А ночью золотой город смыло дождем. Не просто дождем, а настоящей грозой. С молниями над пустыней Тар. Камень потемнел, улицы заблестели, и мокрые коровы стояли под этим редким пустынным ливнем совершенно спокойно. А на следующее утро будто ничего не было. Снова солнце, снова город. Утро второго дня мы начинаем у Мандир-Палас. Над дворцовым комплексом поднимается Тазия Тауэр, башня, форму которой мусульманские мастера связали с Тазией, ритуальной конструкцией Мухаррама. В Джайсалмере разные культуры оставили след даже в силуэте зданий. После ночной грозы Джайсалмер снова становится шумным. Среди рынка появляются хиджры, традиционная южноазиатская община третьего пола. В Индии они часто заметны в публичном пространстве как отдельный узнаваемый голос улицы. Рынок просыпается быстро. Голоса, тележки, фрукты, мотоциклы, яркие сари и зазывалы. Здесь особенно понятно, что город до сих пор живет обменом. В кадре розовый, оранжевый, желтый цвет. В Раджастане яркие цвета – это культурный ответ пустыни. Радость, праздник, статус, община, иногда семейный повод. На фоне песка розовый и оранжевый просто светятся. Джайсалмер держится не только на крепости и храмах, но и на таких простых сценах. Рядом с большим рынком маленькие ремесла обычного утра. Кто-то шьет прямо у дороги, кто-то бреет клиента в тени, кто-то едет на мотоцикле и вдруг говорит, что он тоже фотограф. А потом город остается позади, и мы приезжаем в Бада-Бак. Это примерно 6 километров от Джайсалмера. Сюда легко заехать на рикше, такси или по дороге в пустыню. Лучше всего приезжать ближе к вечеру, когда камень становится мягче по свету. Здесь стоят чхатри, королевские кинотафы правителей Джайсалмера. Это не кладбище в европейском смысле. Здесь никто не лежит под камнями. Скорее архитектура памяти. Каменные павильоны, где власть, имена и династии постепенно становятся частью пейзажа. Даже короли однажды уходят, а камень остается.
Экскурсию в пустыню обычно берут прямо в Джайсалмере, через отель, водителя или местное агентство. И вдруг совсем другой масштаб времени. В районе Джайсалмера есть окаменелости возрастом около 180 миллионов лет. Древесина юрского периода, отпечатки раковин, следы древней влажной среды. Там, где сейчас пустыня, когда-то были леса, вода и совсем другой климат. И вот главный сюрприз августа. Пустыня Тар оказывается не пустой и сухой. Здесь есть вода, деревни, стада, птицы и животные. После муссонов песок уступает место траве и кустам. В сухой сезон многие ждут от Тара только песок и дюны, но август показывает другое лицо пустыни. Орлы, ящерицы, антилопы, зеленые пятна среди песка. Это не открытка, а живая экосистема. В августе пустыня Тар зеленеет. Это жарко, влажно и не всегда комфортно, зато редкость. Пустыня на короткое время оживает после дождей. Пустыня Тар темнеет быстро. Дюны становятся серыми, небо тяжелеет. Но среди песка уже горит огонь. Готовится еда, потрескивает костер. И в этой вечерней темноте особенно ясно понимаешь, пустыня – это не пустота, это тоже жизнь. Джайсалмер называют золотым городом, но его золото не только в камне. Оно в воде посреди пустыни, в тихих храмах, в ночной грозе, в шуме рынка и в огне среди дюн. Падхаром, Марадеш, добро пожаловать в мой край.